Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю великолепный шоколадный бисквитный торт «Орфей». Воздушные бисквитные коржи пропитаны нежнейшим кремом, и внутри прослойка из безе с шоколадом. Это просто великолепное сочетание вкусов. Торт невероятно вкусный и выглядит эффектно. Он украсит любой праздничный стол. Выпекать бисквит я буду вот в таком разъемном кольце, диаметр 22 сантиметра. Дно я оборачиваю фольгой в 2 слоя. Блестящая сторона вверх. Форму я переставляю вот на такую формочку, чтобы потом удобнее было переносить. Можно поставить просто форму на противень. Дно выстилаю пергаментной бумагой. Форму ничем не смазываю. Если вы хотите выпекать бисквит в другой форме, другого диаметра, формулу для пересчета ингредиентов вы можете посмотреть у меня на сайте. Я оставлю ссылку под видео в описании. Для приготовления теста мне понадобится муку смешиваю с какао и с разрыхлителем. Обычно для приготовления бисквита с какао я добавляю разрыхлитель. Так тесто легче поднимается. Разбиваю в миску яйца. Вес одного яйца со скорлупой примерно 65 граммов. Я готовлю простым способом, без разделения на белки и желтки. Добавляю соль и начинаю взбивать. Постепенно добавляю сахар и взбиваю все в пышную светлую массу, примерно в течение 7 минут. Начинаю взбивать на малых оборотах, постепенно их увеличивая. У меня получилась вот такая очень пышная воздушная масса. След от венчика сразу не исчезает. Примерно в 3 приема просеиваю муку с какао и разрыхлителем. Аккуратно все вмешиваю лопаткой. Стараемся сохранить всю пышность. Вмешиваем аккуратно, но вместе с тем, чтобы не было непромеса. В итоге должно получиться вот такое воздушное шоколадное тесто. Переливаю его в подготовленную форму. Тесто аккуратно разравниваю. Можно его вот таким образом еще провернуть деревянной шпажкой. Тогда внутри не будут образовываться пустоты. И теперь отправляю выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку примерно на 40-45 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Бисквит я достала из духовки. Какой он воздушный. Обязательно надо проверить его готовность деревянной шпажкой. Переворачиваю его на решетку. Снимаю верхнюю форму, снимаю фольгу, снимаю пергаментную бумагу. И аккуратно тонким ножом прохожусь по краю формы. Снимаю кольцо. Вот такой шикарный бисквит получился. Оставляю его остывать на решетке, а затем, когда он полностью остынет, оберну его пищевой пленкой и оставлю полежать хотя бы часа 3-4, а лучше всего оставить его на ночь. Для приготовления безе мне понадобится в миску я выливаю белки. Белки у меня комнатной температуры, теплые. Так в них легче будет растворяться сахар. Добавляю щепотку соли и начинаю взбивать миксером до появления такой легкой пивной пены. В сахар я добавляю сразу ванильный сахар и постепенно начинаю добавлять сахар в белки и взбивать. Сначала взбиваю на малых оборотах, постепенно их увеличивая. Когда готовите меренгу, обязательно вся посуда должна быть чистая и сухая. Белки взбиваю до красивых устойчивых пиков. Сама масса должна получиться глянцевая. Вот таким обычным ручным миксером я взбиваю массу примерно 7-8 минут. Я добавляю сюда чайную ложку лимонного сока и продолжу взбивание еще примерно 1-2 минуты. Вместо лимонного сока можно добавить щепотку лимонной кислоты. В итоге получается вот такая красивая глянцевая масса. Возьмите немного массы и разотрите между пальцами. Не должно ощущаться крупинок сахара. Безе я перекладываю в кондитерский мешок
Я установила здесь насадку «Закрытая звездочка». Можно просто сделать круглую насадку. И теперь на противень, который я выстелила пергаментной бумагой, я отсаживаю небольшие палочки безе. Они таким образом сохнут намного быстрее, чем один большой целый корж. И также из остатков я еще отсаживаю вот такие небольшие звездочки для украшения. И теперь безе я отправляю сушиться в разогретую до 80 градусов духовку примерно на 2,5 часа. У меня включен верх и низ духовки без конвекции. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Безе должно хорошо подсохнуть. Безе я достала из духовки. Оно прямо в духовке у меня стояло еще и остывало. Посмотрите, как оно хорошо подсохло. Вот такое хрустящее, беленькое, очень хорошее. Для приготовления крема мне понадобится молоко. Вливаю в сотейник. Его надо довести до кипения. Смешаю в миске сахар, соль и кукурузный крахмал. Добавляю 2 желтка и 1 яйцо. Для рецепта я использую яйца среднего размера. Вес яйца со скорлупой примерно 65 граммов. Хорошо перемешиваю до однородности. Именно таким образом, перемешивая яйца с сахаром и крахмалом, в креме не образуются комочки. Часть горячего молока вливаю в яично-крахмальную смесь и хорошо перемешиваю. Остальную часть молока возвращаю на плиту и вливаю в него полученную смесь, интенсивно перемешивая. И теперь варю мой заварной крем при постоянном помешивании до того момента, как он загустеет и закипит. Очень важно крем постоянно перемешивать, чтобы он не подгорел. Крем закипел, пошли пузыри. Снимаю его с плиты. Добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Получился вот такой очень красивый, гладкий, шелковистый заварной крем. Переливаю его в миску, чтобы быстрее остывал. Закрываю сверху крем пленкой прямо в контакт, чтобы не образовывалась корочка. И оставляю до полного остывания. Когда заварная основа полностью остыла, она у меня даже стояла в холодильнике, можно закончить приготовление крема. Мягкое сливочное масло перекладываю в миску. Хорошо взбиваю его миксером в пышную светлую массу, примерно в течение 3-4 минут. И теперь во взбитое масло небольшими порциями добавляю заварной крем. Первую партию крема я вообще добавляю совсем небольшую, чтобы сравнять температуру масла и крема. Хорошо перемешиваю. Добавляю следующую порцию заварной основы. И снова хорошо перемешиваю. И так постепенно добавляю всю. Каждый раз хорошо перемешивая. В итоге получается вот такой очень нежный и вместе с тем плотный масляный заварной крем-муслин. Этот крем невероятно вкусный. По вкусу как настоящее мороженое. Бисквит у меня хорошо отлежался в течение 8 часов. Снимаю с него пленку и разрежу на коржи. Сразу же у бисквита я срежу небольшой такой верхний слой. Он у меня пойдет на крошку для украшения. И теперь разрезаю бисквит на 3 коржа. Посмотрите, какое замечательное тесто. Пышное, воздушное. Из обрезков бисквита сделаю крошку. Подготовлю пропитку для коржей. Здесь у меня 100 мл кофе, всыпаю сахар, перемешиваю. Кофе у меня здесь не растворимый, а свежезаваренный. Также по желанию в пропитку можно добавить какой-либо алкоголь. Хорошо размешиваю до растворения сахара. И сейчас я хочу подготовить слой безе для прослойки. Вот у меня уже мои подсушенные безе. Я их готовила накануне.
Я их сейчас выкладываю на пергаментную бумагу. А вообще я безе храню в герметичном контейнере. Вот эти безешные палочки я сейчас промажу шоколадом. У меня здесь вот такой кусочек черного шоколада. Разламываю его на кусочки и растоплю в микроволновке. Шоколад обязательно надо прогревать короткими импульсами, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы он не свернулся. Теперь я беру кисточкой и аккуратненько промазываю безешки. Сначала я промазываю дно, даю ему немного подсохнуть. Таким образом, промазывая безе шоколадом, оно, получается, не будет так намокать в креме. Дам немного время шоколаду застыть. И можно отправить безешки минут на 5 в холодильник. Когда шоколад застыл, точно так же безешки промазываю с верхней стороны. Собираю торт. Выложила первый корж на тарелку. Сверху я устанавливаю кольцо. По краям выкладываю вот такие плотные листы от канцелярской папки. Таким образом, торт потом будет легче извлекать из формы. Хорошо зажимаю кольцо. Пропитываю корж пропиткой. Выкладываю примерно четвертую часть крема. Разравниваю. Рекомендую отложить немного крема, чтобы потом промазать бока у торта. По кругу выкладываю безе. Шоколад на безе уже застыл. Сверху снова выкладываю четвертую часть крема и разравниваю. Стараемся кремом заполнить пустоты между безе. Выкладываю следующий корж, немного прижимаю, пропитываю его пропиткой. Выкладываю крем и снова выкладываю безешки. Распределяю сверху весь оставшийся крем. Выкладываю сверху последний оставшийся корж. Причем это у меня дно бисквита. Выкладываю дном вверх. Так торт получится очень ровный сверху. И этот верхний корж я также пропитываю пропиткой. Закрываю торт пищевой пленкой и отправляю в холодильник. Для того, чтобы коржи хорошо пропитались и крем стабилизировался. Для этого может понадобиться примерно часов 8. Обычно такой торт я отправляю в холодильник на ночь. Сейчас торт мне остается только украсить. Извлекаю его из формы. Верх моего торта я буду украшать шоколадной глазурью. И для того, чтобы она лучше ложилась, верх торта я промажу буквально 1 столовой ложкой абрикосового джема. Бока торта промазываю отложенным кремом. Крем сильно я не выравниваю, так как все равно бока торта обсыпаю крошкой. Шоколад разламываю на кусочки. Добавляю сливочное масло. И отправляю все прогреваться в микроволновку. Буду прогревать короткими импульсами, каждый раз хорошо перемешивая, чтобы шоколад не свернулся. Шоколадная глазурь готова. Выливаю ее сверху на торт и слегка разгоняю лопаткой. Глазурь, которая здесь подтекла, я немного вот так вот разравниваю по бокам и присыпаю бока крошкой. И сверху торт я еще украшу хрустящим безе. У меня осталось вот несколько вот таких палочек. Я их разламываю, раскрошу на такие кусочки. Выкладываю безе по кругу. Вот такой красивый торт получается. Сейчас его надо отправить в холодильник минут на 10, чтобы застыла глазурь. И можно подавать его к столу. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.